Мы заезжаем на кладбище Дойна по спецзаданию. Угу. По спецзаданию поиск захоронения и проверка его состояния, в каком находится состоянии, заснять все, задокументировать, посетить и, если надо, если есть необходимость, убрать или отремонтировать памятник. Мы сейчас заезжаем на кладбище Дойна. Это как еще называется? Кладбище Святого Лазаря, да? Да. 128 квартал. 128 квартал. Здесь вот это склепы, да? Или что вот это? Да. Вот как. Я снимаю, может кто-то увидит своих родных и близких, знаете, как пользуясь случаем. Может кто-то и увидит своих. Сегодня людно, смотрю, здесь, да, Юра? Людно. Да, сегодня последний день, когда на машине пускают перед родительским днем. Ага. Да, 128. Такие не детские. Да, взрослые. Памятник лучше иметь при жизни. Точно. Ну или как улицу, как Евгению Дога. Да. Улицу при жизни. Да. Его именем назвали. Да. Да. Чуть-чуть сместиться туда. А было 112. Ну это значит тут ряд, потому что видишь, тут по десяткам идет. 110. 20 значит там. Ну да. Ты уже ориентируешься мне. Что там? Так, 120. Какой-то 6 или 5. Это 110. 110. 124. Может там. Так, что тут? 124. Ага, собака. Лаяла на дядю Фраера. Дойна. Так, в этом ряду. Проходишь. Не, там Я еще. знаю. Еще фура проедет. Фура нет, ну 20. 34 сантиметра было до бордюра от колеса. Да, у тебя этот дальномер. У меня дальномер пассажирский, но если я сяду за руль, я уже не буду так себя чувствовать комфортно. Да, готовься. 2 квартала. Да, 126. Интересно, гаишники сюда приезжают, если кто-то врезается? Тут так редко, наверное, это происходит, что... Аич. Аич? А не думаешь, я вижу? Да. Да, Аич. И будем сейчас искать это место. Солнце. И здесь, смотрю, все очень заросшее. Я вышел примерно вот 14 ряд, а место не указано. Вчера прошел дождь, и здесь очень влажно. Гершман.
Сейчас я позвонил работнику, с которым мы вместе проверим состояние. И если надо, будет наведен порядок на могиле и захоронении. Да, тут непролазно. Очень трудно пробиться. Попробую сюда пройти. Прокопец. Ой-ой-ой-ой, могила давно не посещалась. Ой-ой-ой. Мне, наверное, скорее всего, надо будет подождать ребят, потому что я один здесь не справлюсь никак. В этих непролазных местах. И чтобы меня еще могли увидеть ребята, пока останавливаю съемку. Вот подъехали ребята на машине. И 2 человека сейчас ищут, потому что ряд 14, а тут немножко неразбериха. Ряды начинаются или слева, или справа, а место не указано. Кварталы довольно-таки большие. И здесь на Дойне 250 кварталов. Вообще масса захоронений. Сейчас ждем результата. Ребята сделали первый круг, пока не удалось найти, потому что, возможно, за много времени, больше 10-15 лет, затерлись надписи, но пока идут еще поиски. Я присел отдохнуть и ждем результат. Что я не смогу там пройти, там непролазные такие кучеря. Не увенчались наши самостоятельные поиски, не смогли мы найти, хотя сделали 4 прохода, по 2 прохода слева и справа по 14 ряду. И сейчас едем в администрацию. Там будем искать правду. Оп, едем в администрацию. Как бы я там уже был, меня даже и директор знает, не знаю, как они отнесутся, потому что я не прямой родственник, но они знают, что это канал Кишинев, Молдова, который занимается поисками людей, родственников, друзей, коллег, одноклассников, сослуживцев, посещает могилы, захоронения и так далее. Едем в администрацию. Березки такие красивые, птички поют. Собаки не могут сделать так, чтобы чтобы расходились, чтобы 2 машины здесь разъезжались. Ну, в принципе, квартал короткий, это не так страшно, но все равно. Интересно, засеяли в этом году здесь что-то? В прошлом году пшеница была. Очень большое кладбище, громадная территория. Видишь, что здесь
разъездом. Да. Это, смотрите, 260-й квартал. Вы представляете, сколько кварталов здесь? Уже 280, 290, ну вот эти. Сейчас посмотрим, какой квартал здесь. О, это новый. Что тут? А, ну это еще не последний. 280 это там, где корончик. Не коронщики, а безымянные. Почему безымянный? Ух ты, какой цветной портрет. Ничего Да, себе. вот. Понятовский. Круто. А вот и наш Белый дом, так сказать. обком. Обком. Обком кладбище Дойна. Да. Ходите. Да. Ну вот, мы успешно посетили обком Дойны. И нам уточнили адрес, все хорошо, мы теперь знаем и место. И опять возвращаемся в наш квартал и задокументируем состояние захоронения. Запротоколируем. Запротоколируем, как говорит Юра, да, вот более точно, что мне надо и снимать, и искать, и думать, а он едет, тоже думает и подсказывает. У нас по 3 задания, 6 заданий на двоих. Все, едем. Вот мы нашли место, посмотрите, какое состояние. Вот оно. Вот это место. Это ужасное состояние, конечно, все повалено, все надо вырубать. И рядом, и вокруг. Давно не посещали, лет 15, наверное, да? Не посещали это место. Вот оно, все. Второй день пребывания, второй заход, ну, короче, у нас это вторая часть пребывания на Дойне. Едем сейчас контролировать промежуточный этап ремонта, восстановления надгробия. И сейчас, пользуясь случаем, как всегда, немножко Дойны 124, Зонис, Шафер. И если что, останавливайте, там замедляйте скорость. В YouTube есть такая опция замедления скорости. Или останавливайте, рассматривайте 125 или 6. 126. Я еще не побежал. Вот тут такие заросли, что вообще не видно. Ну, кладбище старое, да. Да, вот верной дорогой едем. И у нас получается следующий, да? И у нас заезд оттуда с 14 ряд, 7 место. Вот это 127, да? Вот. Раз, два, три. Но нам все равно оттуда остановиться там надо будет. Или на углу, как скажешь. Я не знаю, куда мы. Думаешь, я знаю? Ну, фамилию-то ты знаешь. Да, фамилию я знаю. Но не обольщайтесь так сильно по поводу моих знаний. 7 ряд. Где-то здесь. Вот я нашел, и сейчас мы снимем промежуточный этап, покажу вам. Вот, да, я сделаю. Вот поднято, вот Гершман, да, вот поднято уже, поддомкрачено все. Сейчас я сделаю, опусти ее, да.
Вот почищено, все расчищено. Тут была такая зелень непролазная. Я вообще сюда не мог попасть. Вот всю зелень покосили. Ребята и здесь, и рядом. Вот так вот они сделали. Сейчас я сделаю фотографии и пойдем дальше. Присели немножко отдохнуть, удостоверились, как идут работы. Тишина здесь, умиротворение. Здесь уже никому ничего не надо. Ни зарплат, ни ипотек, ни карьеры. Ничего вообще. Вообще ничего. Здесь это особо остро понимаешь, насколько актуальны слова о том, что в иной мир мы уходим с пустыми карманами и с ладонями вот так вот. Без ничего в них не держим. Сейчас вам вот это вот место, где я нахожусь, вот присел на одной из могилок подумать чуть-чуть. Вот цветочки растут. Тишина, покой. Вот, может, кто-то, чей-то родственник, Кратштейн Иосиф Абрамович, Гаска, Любовь. Вот, есть много заброшенных памятников, конечно, которые давно не посещали. Вот, как, к примеру, вот этот вот перед нами, который вот стела перекосилась, наклонилась вперед. Там части памятника поломанные. Вот такое вот кладбище Дойна. Сейчас мы поедем обратно, я по возможности вам поснимаю. Еще, может, кто-то случайно увидит своих родных или близких, знакомых. Вот я, как и обещал, снимаю вам по ходу то, что попадется. Вправо спинкой стоят памятники, а слева вот видно что-то. Вот 128 квартал, Сергей, я когда был в администрации, они сказали, что этот квартал отчитывается справа налево, по-еврейски. Да-да-да, мне так сказали в администрации. Вообще идет вот так, зигзагом. Угу. А что, тут сложно, надо. Ну, у меня сестра прямо сразу поняла, как тут ориентир идет. А я так как-то. Ну вот, особенно вот этот квартал. Я уже не помню те остальные, которые мы посещали, но 128 квартал, в частности, смотри, как интересно возле дерева. Как это столик сделали тут. Ну, я хочу, чтобы мой памятник украсил достойно аллею классиков в парке Пушкина, знаешь. Ну, как минимум. Как минимум, да, потому что я там снимал и говорю, Главный режиссер через Молдовы. лет 80-100 эту аллею достойно украсить бюст вашего автора. Я вот после 50 начал понимать, что жизнь имеет какой-то... Она не бесконечная, как наш до 45. Вообще не задумываешься. Там Да. направо, наверное. А вот это я тебе не скажу. Видишь, все ломятся туда, значит там выход. Вот он. Мы же можем через этот обком Дойнинский выехать, знаешь, первые ворота. Ну вот, центральный вход. Ну если мы уже здесь, то уже... Конечно, центральный вход это интереснее для съемок, чем... Не дадут проехать. А мы видели, в тот раз с Юрой ездили, там в новом квартале вообще цветной памятник, Серега, наш новый, цветной, знаешь, на черном фоне или на белом. Вот это на граните, на мраморе он цветной, полный рост. Вот, да, новый. Ну, сейчас, если будешь ехать прямо, то не ошибешься. А вот тут и слева, и справа все видно только. Я говорю, замедляйте скорость, и может сможете увидеть кого-то из своих родных и близких там, или кому надо, пишите там, попробуем. Да, тут как-то все такое солидное, смотрю. Свежая. Свет. А вот белый дом, этот обком Дойнинский. А памятник цветной где-то. Где же я его видел? Там, кажется. Там мы видели его.
Мы с той стороны подъехали к обкому. Выезд там. Тут прям все такое еще, даже не начали. Броня Да, такая. да, это все. И тут он тоже. Все, покидаем мы это гостеприимное место. Вот третий визит на кладбище, третий этап работ. Сейчас развернем камеру. Вот частично залили бетоном с одной стороны по частям. Вот укрепили стеллу. Все почищено. Вот рядом даже срубили ветки молодняка. Он вырос на могиле рядом. Все почистили, потому что раньше я вообще даже вот с той стороны не мог подойти и даже сфотографировать нормально. Сейчас уже все по-другому, все кругом расчистили и продолжаем работу. Вот третье наше посещение, и я, пользуясь случаем, снимаю опять. Может, кто-то увидит своих родных или близких. Мы движемся медленно, специально для этого. Сегодня хорошая погода, видите, вот сирень расцвела. Это у нас квартал 112 квартал, на всякий случай, но мы заезжаем как бы со спины памятников, тут не видно. Но чтобы вы знали, что вот со 112 кварталом все в порядке. Очень красивая есть растительность. Туи, кипарисы, елочки всякие, сирень. Вот. Сегодня с нами Коля, мой сосед, вы его знаете уже. Это тот знаменитый Коля, чемпион Советского Союза по конкуру, да, Коля? Конкур? Да. Заслуженный тренер Советского Союза и международного класса тоже, да, Коля? Нет. Не достиг, но хватает и мастера спорта Советского Союза. Да. Но ты же тренировал. Но видите, вот всех моих друзей отличает, и как и вашего автора, большая скромность. Вот кто-то, если тут опять можете увидеть своих родных и близких. Да. Здесь уже точно не надо ни ипотек, ни кредитов, ни... Деньги нужны только родственникам, чтобы вот это все организовать. А так вообще тут уже никому ничего не надо. И они смотрят на нас с небес. Какой квартал? А ты Алену телефон не знаешь? Пушкину? Да, он там с такой вылечкой. Он где-то с края? Да, он прямо по краю второй, по-моему, А, значит, не судьба.
тут с тыла получается, надо как-то. Не видишь лица. Как бы я его и со спины. Угу. Добрый день, дорогие друзья. Это наш очередной визит на Дойну. Я уже сбился со счета 3-й или 4-й. И... Опа. И как всегда, я, пользуясь случаем, показываю вам... Ой, что-то я... Да. То, что нам попадается на нашем пути. Может, кто-то увидит своих родных, близких, знакомых. И чтобы было легче, замедляйте скорость воспроизведения в YouTube. Там есть настроечки, такая шестереночка. И можно уменьшить скорость или останавливать видео, рассматривать подробно инициалы на памятниках. Мы едем к 128-му кварталу. Тут какие памятники солидные. Ветерок задувает. О, да. Скоро будем как дос. А где? Подожди, там что-то не тот номер был. Вот это должно быть. Нет. Я смотрю визуально, что тут не те. А тот был 126, значит, может быть, слева был 128 поле. Да. Да, мы явно тот был 128 там. Ох, какие тут старинные захоронения есть. 127 год, 128. Вот с той стороны. Да. Вот мы уже с Колей ориентируемся. Эх, чуть не сказал что-то. Да. Как эта шутка, да, помнишь, там на его месте мог быть я, напьешься будешь. А здесь неизбежно все будут, конечно. Эх. Это надо признать. Конечно. Да, приехали. И, как всегда, пользуясь случаем, я снимаю. Сейчас вот буду идти к захоронению, к памятнику. И, может, кто-то увидит здесь. Что это было? Коля наш. Поляк, Макля. Да, прошел дождик вчера, но идти можно. Можно идти. Вот какие захоронения, видите, есть всячески заброшенные слегка. Вот промежуточный этап работы. Вторая заливка после бетонирования. Вот оно чуть подсохло, и вот такой вот промежуточный этап работ ремонтных. Вот как видите, была упавшая стела, вот эта плита передняя. Сейчас там подсыхает еще тоже раствор. На штифтах поставлено. Все, вот оно, такой промежуточный этап. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот и заключительный этап нашего занятия ремонтом памятником, захоронения
по просьбе моих зрителей сейчас я вот разверну камеру и покажу вам окончательный результат. Вот, в начале видео вы видели, что я не мог подобраться даже к этому памятнику захоронению. А сейчас вот все закончено. Стела, обрушившаяся, восстановлена. Вырублен весь кустарник и молодняк возле захоронения памятника. И вокруг на периферии, видите, даже с соседних могил убрали, чтобы был легкий, удобный доступ. Заодно сделали благое дело и соседним захоронением. Вот как. Вот восстановлена вот эта плита, забетонирована. Стела восстановлена, тоже посажена на бетон, и штифты металлические. Звезда покрашена. Вот как. Сейчас вот отойдем и снимем с другой стороны. Вот здесь кто, может быть, увидит своих случайно родственников. Охман, Кейсер, Зельцер, Маранц. Вот как. Вот сейчас я отойду еще дальше. Вот. Опа. Вот. Я где-то примерно с этого места в начале ролика снимал, и не было видно вообще ничего. Вот все, вот как вокруг, все почищено. И сам памятник восстановлен. Вот как. Ну и пользуясь случаем, я сейчас иду уже обратно к машине, и может кто-то по дороге что-то увидит. Сделать максимально ватавское полезное дело. Так, нам сюда. Да. Тихо на кладбище. Сейчас вот уже почти 8 часов вечера, летом. Светло. А зимой уже в 4, полпятого уже вечер, темно. Сейчас вот недавно даже солнце было. По дороге ехали, дождик прошел. Хороший такой на трассе на Полтавской. Вот Вайсман, Поляк, Макля, Фейнштейн. Я не успеваю читать, смотрю под ноги, что, потому что здесь растительность скользкая, плющ. Можно, чтобы не подскользнуться случайно. Вот. Все. Вот оно, кладбище Тойна. Такие вот кипарисы здесь, тишина, покой. Вот сюда иной раз полезно приходить, потому что мысли по-другому работают. Тут уже никому не надо ни бизнеса, ни карьеры, ни ипотек, ни кредитов, ничего. Ни продвижения по служебной лестнице. Ничего, только нам остается в воспоминаниях, когда мы посещаем эти места. Ну все, дорогие друзья, до новых встреч. Всяческих благ вам. Любите друг друга, цените друг друга, делайте добрые дела. Всегда, когда это возможно, а это возможно всегда. Как я уже вам рассказывал, это не моя мысль, не моя идея. Так оно есть.